Добрый день, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и это «Красный канон», и моя замечательная гостья, уже более чем знакомая вам, прекрасная Виктория Заболонкова, исследователь советской культуры и вообще человек системный в части исследования всякой культуры, не только советской. У нас была небольшая летняя пауза, и сегодня мы говорим... Вика, здравствуй. Здравствуйте. А то я даже... Да, вот она продолжает называть меня на «вы», подчеркивая мой преклонный возраст. Нас это не смущает уже, эта борьба уже осталась в прошлом. Теперь просто взаимная приязнь. Мы поговорим о фильме, который даже меня озадачил, хотя, казалось бы, я помнил его хорошо. Это Станислав Говорухин «В поисках капитана Гранта». Понятное дело, по роману Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Огромное полотно, 7-серийное, каждая серия по часу, по-моему, с хвостиком, да? Мы прям с тобой пересмотрели, и у меня там несколько таких прям важных откровений есть. Но сначала я даю слово тебе, потому что, собственно, это была твоя идея, и в части этим нашим эфиром поговорить о юбилее Говорухина и предложение, какой из его фильмов посмотреть, речь об этом пойдет, это было тоже твое. Да, мне было интересно самой в том плане, что я не читала роман Жюля Верна, я не смотрела этот сериал, и все-таки надо тянуться к чему-то новому. И был такой эксперимент посмотреть уже во взрослом возрасте кино, которое больше рассчитано все-таки на подростковую аудиторию. Ну, в целом, да. На таких молодых, ищущих приключений, еще достаточно юных девушек и юношей. И что хочу сказать. Пока я смотрела, поняла, что у меня есть вот это вот все равно болезнь клипового мышления. Там каждая серия по часу. То есть ты смотришь, потом отвлекаешься, а повествование идет так, что ты не можешь отвлекаться, иначе ты потеряешь нить. И тебе приходится пересматривать. Я, наверное, первую серию пересмотрела 2 раза, чтобы вникнуть и вкусить интерес и поплыть уже дальше по этому приключению. Да. Что еще хочу отметить? Мне очень понравилось вот это вот вплетение, которое сделал Станислав Говорухин, чего нет в оригинальной версии, естественно, этого нет в романе, да. Этого нету в первой советской экранизации 1936 года. Он сделал 2 линии. Мы видим повествование о самом вот этом вот приключенческом походе спасения капитана Гранта и видим также повествование линии, как Жюль Верн пишет этот роман, как он добавляет героев, как бы с его стороны. И потом как он проживает этот роман сам. Да, буквально. Как писатель. То есть мы еще видим писательскую сторону, как у него меняется взгляд, плюс еще там есть сцены замечательные, на мой взгляд, с редакторами, когда он говорит, и ему редактор говорит, ну, у вас же все время есть ученый с отсылкой к его предыдущему роману, а почему здесь нету? Давайте добавим. Так откуда же он возьмется? Так давайте с неба он и возьмется, упадет в прямом смысле. Я понял, что это такое, говорит Жюль Верн, и как раз в повествовании на яхте появляется тот ученый. Самый Паганель, да. Да, географ. Очень хороший персонаж, мне очень понравился. Очень хороший, замечательно сыгранный, да. И живой, и такой он непосредственный, и в то же время ты видишь, как человек, который, он же страдает географией, как это его большая любовь, география, географические открытия, и в принципе вот вся природа, которая нас окружает. И как он это знание прививает своим спутникам по приключениям. Да. Причем не в назидательном тоне, то есть он не такой вот снобист. Да. А именно он компанейский, он быстро вливается, плюс он необычный, они над ним подтрунивают. Когда он с индейцем, если ты помнишь, встречается, он говорит, ну что, вы индейского не знаете? Он с вами говорит по-испански. Ну что-то там вот какая-то такая шутка с отсылкой на филологию. Там много таких приятных моментов. А что тебя зацепило? Ну, меня зацепило и то, о чем ты сказала, линия самого писателя Жюля Верна, и, конечно, то, что показано, что становление его не было простым, это небольшой отрезок,
Но мы понимаем, что он пробивался к этому. Пробивался вот где-то, проходя прям по грани в жизненных своих обстоятельствах. Меня зацепила неспешность, то, о чем говоришь ты. Это то, что сейчас утеряно абсолютно. Это неспешное, если все вместе сложить, наверное, 7 часов 30 минут будет. 7 часов 30 того. минут, да, повествования. Очень спокойного, созерцательного, с большим количеством диалогов, с большим количеством статичных картин, с вживанием в образы. Если мы видим индейцев, Говорухин заставляет нас войти в неспешное сознание индейцев и спокойно их глазами рассматривать белых, теряя на это массу времени, потому что очевидно, что индейские боги времени создали достаточно. Торопиться некуда, надо разобраться, где зло, где добро, кто враг, а кто друг. Та же самая неспешность присутствует во всех переходах, и через это передается длительность путешествия. Оно же кругосветное. Мы в конце фильма Говорухин напоминает нам, что по тексту оно заняло 1,5 года. Он заставляет нас это проживать. Все долго. Это все долго. Все испытания долго. Морская болезнь долго, сбитые ноги в переходе долго, долго в столкновениях там с бандитами, с какими-то, с этими же самыми невероятными разборками с индейцами. На каждом континенте, в море все очень долго. И через это есть ощущение того, что люди устают внутри. И лорд Гленарван, все уже излучают к 5-й серии, там, к 6-й состояние глубокой усталости. Как-то Говорухин это передает здорово. Вот тебе увиделось ли это? Гримом, там, внешним видом. Они излучают эту усталость, но они идут. Вот они приняли решение и неотвратимо следуют к цели. Хотя, честно говоря, вероятность нахождения капитана Гранта и вообще разрешение этой ситуации, практически ничтожно. Согласна. Мы вот этот излом внутренний, который есть у каждого героя по своим причинам, видим. К тому же стоит напомнить, что для лорда это все-таки свадебное путешествие. Это уж вообще отдельная история. То есть такой некий абсурд. Абсурд, да. Ситуация вот этими 2 фактами поставлена в абсурд. То есть человек, как они там с женой говорят, о том, что стоит начинать совместную жизнь с добрых дел. Это первая мысль в 1-й серии. Есть у них такой диалог, когда они вылавливают эту бутылку, расшифровывают письмо, вернее, несколько фрагментов, и решают, что они должны дать объявление в газету, на которое приезжают дети капитана Гранта. Дети капитана Гранта, да. Мне очень понравилось еще то, что когда ты смотришь это в зрелом возрасте, уже будучи взрослым человеком, не подростком, имея некий жизненный опыт, ты обращаешь внимание на диалоги и шутки. Да. И тут ты понимаешь, что они абсолютно взрослые, умные, тонкие, ироничные, как они друг над другом подшучивают, какие-то детали ты ловишь, на которые бы раньше ты не обратил внимания, в силу неких причин, это именно связанных с опытом. В силу поверхностности молодости, и они еще довольно аутентичные. Мы, конечно, не англичане, не люди нового света, не можем буквально, не французы, но мы понимаем, что это ирландцы как будто бы похожи на ирландцев, а француз, он все-таки француз. Да, у Говорухина прекрасно, на мой взгляд, получилось передать вот эту атмосферу. То есть я смотрела... Шотландцы. Да, кстати. Он же шотландский герой. Да. За независимость, обоснование Новой Шотландии как раз-таки на новом месте. Да. Я хотела сказать, что у Говорухина, на мой взгляд, получилось передать очень хорошо атмосферу. То есть я смотрю, и я полностью верю тому, что происходит. То есть какие-то детали, я не вкапываюсь, ничто мне не режет глаз, ничто мне не кажется странным. Хотя, наверное, люди какие-то более сведущие в деталях, конечно, найдут какие-нибудь ляпы, это всегда во всем можно найти. Безусловно. Но для меня их, с точки зрения общего восприятия, их абсолютно не было. То есть, например, тот же момент, когда они находят вот эту бутылку, они если ты помнишь, что за бутылку они находят, это «Вдова Клико». Конечно же, известное французское шампанское. То есть это не просто бутылка. Да. Тем самым отсылка к самому Жюлю Верну, то, что он француз. Там вообще есть
очень хорошо показано его, как все время подчеркивается, что он вот истинный француз. И, наверное, через это какая-то патриотичность Жюля Верна к Франции, как вот своей стране. Безусловно, да. Безусловно. И еще один момент важнейший, помимо всего перечисленного, это то, что нам даны образы очень понятные. Они, конечно, могут казаться прямолинейными. Вот злодеи, вот добрые люди, вот прекраснодушные индейцы, не совсем все понимающие, знающие, но умеющие, тем не менее, как-то через ситуацию продраться, даже в диалоге совершенно другой и чуждой, и враждебной для них культуры, хотя тот же Паганель, попавший к ним в плен, врагом-то не является, но они-то этого не знают. Все это очень понятно в сегодняшнем дне. Герои должны быть настоящими. Не то, что они не должны быть сложными, они сложны. Но они должны быть понятными. Они должны олицетворять, я так считаю, те устремления, которые сегодня в наибольшей степени обесцениваются в мире. Это вот непреклонность принятого волевого решения, это следование пути, следование определенной выбранной цели. И уж если ты по какому-то пути пошел, и тем более в сообществе людей, которые разделили с тобой это решение, то тут уже отступать некуда. В любой критической ситуации обязанности перераспределяются. Любой из тех, кто в этой ситуации оказался, в любой из моментов может вытянуть, помнишь этот момент, обломанную спичку, и ему придется пойти и сделать то, чего он не делал никогда. И особенно ценно, мне кажется, что и женщины разделяют, и жена лорда, и дочь капитана Гранта разделяют эти лишения вместе со всеми. Да, мужчины стараются их оберечь, как-то хранить, но уже в каких-то ситуациях прочих это просто становится невозможно, и они вместе со всеми. И это тоже очень много дает в сегодняшнем дне к пониманию того, что вот какие-то основы нашего вида человеческого, они подзабыты, их сейчас стараются стереть. А здесь такая прямая, очень честная картинка. Что ж, если вы вместе, то вот так. Если вы вместе, то не может быть того, что кто-то стоит в стороне. Великий фильм и великая книга. Ну, она о силе характера. О силе характера, да. Она о силе характера, о том, что сейчас как-то очень здорово обесценено. Там же все про отсутствие личных границ. Не то чтобы каждый, смотри, не то чтобы каждый не является индивидуальностью. Уж индивидуальность там Паганелли, она зашкаливает. Но он при всех своих странностях не выпадает из контекста. Да и более того, в критических ситуациях человек, который по большому счету является недотепой, а хоть и сверхобразованным и мощнейшим интеллектуалом, а Жюль Верн выводит ту черту, которая нам знакома и по жизненным ситуациям. Этот недотепа, оставшись один на один, все остальные попали в плен, он прекрасно ориентируется и находит способ помочь товарищу. Хотя во все следующие разы опять и в яму провалится, и что с ним только там не случится, на ровном месте буквально. Но эта вот мобилизация в моменте определяет все, взросление сына капитана Гранта, тоже очень здорово показано. И то, что они, помнишь, постоянно говорят между собой, вот это он настоящий мужчина, стал настоящим мужчиной. Так уже они, когда решают его взять с собой, лорд Гленневан говорит о том, что давайте, это поможет ему стать как раз-таки настоящим мужчиной, то, о чем ты говоришь. Да, это укрепит его. И это действительно происходит. Действительно, я с тобой согласна, невозможно представить ситуацию, что если бы жена лорда и дочь капитана Гранта взяли в какой-то момент, в какой-то серии, собрали вещи и такие, сказали, все. Мы устали, все. Мы устали, ждем следующего рейса, нам домой. Да. Вот. Это бы разрушило целостность всей команды. Они вот, да, и то, что потери там есть, понятно, что это книга все-таки, понятно, что главные действующие лица не погибают, но погибает один матрос, погибает слуга Гленнервана.
Но, тем не менее, мы понимаем, что это предельная ситуация, сопряженная с крайним риском для жизни. И вот такого кино, спокойного, долгого, осмысленного, сейчас очень не хватает. Не хватает того, чтобы тебя заставили смотреть. Вот погрузили в эту ткань, чтобы ты внутри нее двигался вместе с героями и долго проживал эти все ситуации, сближаясь с ними. Я поймал себя на мысли о том, что финальная сцена 7 серии, когда встречаются в море 2 корабля, реально существующий Жюль Верн со своей супругой на борту, купленные им шхуны, яхты, я уж не знаю, там правильно сказать, чтобы нас не заклевали с тобой специалисты морского дела. Вот, встречаются, значит, с Дунканом, да, лорда Гленарвана. Это тоже очень яркая история, где они и с той, и с другой стороны крайне удивлены. И Жюль Верн крайне удивлен, потому что он понимает, что то, что сделано, живет отдельно от него. То, что мы с тобой всегда говорим, творение выше Творца. Он это отпустил, это больше не принадлежит ему. Это само развивается. И те, кому его книга или фильм, там, уже в позднее время, да, легли на душу, они сами достраивают судьбы героев, они сами за них переживают, сами делают выводы, и сами в той или иной степени думают, возможно, в том числе, что будет с тем преступником, которого оставили на необитаемом острове. Вполне заслуженно. И команда Дункана, весь экипаж Дункана, тоже с таким же удивлением взирает на своего творца, понимая, что существуют некие незримые вещи. Да, там здорово Говорухин показал живого, ожившего и матроса, и слугу. И стороны все понимают, как будто бы. Это неуловимо, это такая метафизическая история, где, наверное, как и мы с тобой, смотря каждый фильм и читая каждую книгу, как-то становимся сопричастными героям. То есть мы понимаем, что это выдуманные типажи, но с другой стороны мы всегда помним о том, что если что-то написано, снято, нарисовано, показано, где-то оно существует. Устанавливается вот эта тонкая связь, которая и заставляет нас проживать вместе с ними их приключения, их страдания, их счастье, и самим становиться полнее, и понимать, что мир очень разный. Обратил ли ты внимание, в первой серии жена Жюль Верна говорит о том, что, вот он пишет книгу, и он ей говорит, у меня есть все, что мне нужно, карандаш, бумага и мой вот этот мир. Она над ним подтрунивает и говорит о том, что твой мир не заплатит по счетам в лавке. Я не объясню это лавочнику. И мне кажется, тут еще такая как бы противовес как раз какому-то мещанского, то, что у нас есть в жизни, присутствует, то, что есть потребности определенные, и тому, к чему мы стремимся душой. Ведь всем хочется приключений. Да. Большинству людей, да, скажем так. Они хотят приключений, они хотят эмоций, они хотят завоевания, они хотят чувствовать себя выше, красивее, сильнее. И в этом сериале, уже заговорилась, это как раз хорошо показано через эти стыковки. Но это мне так считалось. Как раз-таки начало, где они иронично обсуждают книгу, где его жена иронично подходит к этому, где, когда они падают в самом начале с этого воздушного шара, девушка говорит, вы что, знаете Дюма? И над ним подтрунивает друг, говорит, так и помрешь. Так и помрешь, а тебе будут знать, что он знал Дюма. Да. Это великолепная шутка. Это такой степени мотиватор, что не передать даже. Да, я себя представил в этот момент на месте Верна и понял, что да, это сильно. И дальше мы видим, как он проходит свое приключение, конечно, в написании этой книги с разных сторон, и с взаимодействием с редактором. И если ты помнишь, очень показательно. Еще когда они встречаются на улице с людьми, которые уже знают, с книготорговцами, точно. И они знают про роман, но не знают самого Жюль Верна. И говорят, там пишет целая толпа, это же вообще прекрасно. То есть это настолько ложится в современные представления, когда мы думаем о том, что нет, это не один писатель. Это, скорее всего, у него литературные негры. Да, 100%. А второй говорит, да вы знаете, кто такой этот капитан Грант? Это страшнейший из пиратов вообще. Людская молва – дело такое. Она может дополнить и достроить все, что угодно. И
здорово показано, как Верн воспринимает это как вот естественный ход событий и продолжает работать, и работает упорно, и достраивает сюжет. И мы видим, что это действительно огромный труд. Вот из этих, казалось бы, небольших эпизодов общения с издателем, с редактором, мы понимаем, что это строилось как дом, как здание, все должно было быть соразмерно. Нигде не должно было быть оборванных нитей. Вроде бы как будто бы вот нашелся капитан Грант. Нет, это не капитан Грант, потому что нет объема. Но не в том дело, что нет объема, что нужно выжать больше печатных знаков. А нет объема в том, что читатель уже вошел туда, он полностью уже объят этими событиями, и вот обрыв сейчас он не даст, не будет такого катарсиса. Надо продолжать, надо их закинуть еще куда-то. И Паганель, как обычно, совершает очередной, сколько у него, 3 или 4 там открыть глупости равно открытие гениальных, и говорит: нет, вы все опять прочитали все, и это вы не дали, из-за вас я не смог тогда возвысить голос и свою теорию, значит, утвердить. Это прекрасно. Прекрасные шотландцы. Это же так понятно. Майор или полковник, я не помню. Я вот тоже не помню. Да, с сигарой неизменно. Но это колоссальный образ. Это все. Это все работает на неспешности, прямое такое восприятие жизни. Я тебе хочу сказать, что, к сожалению, вот не желая впадать ни в какое упадничество, я не могу себе представить, каким образом сейчас можно снять такую картину. Это более оптимистично настроена. Более? Скажи, может быть, я не понимаю и не вижу каких-то вещей, тенденций не вижу. Во-первых, есть сейчас, это на мой личный взгляд, некая шаблонность, то есть большинство приключенческих фильмов делаются по определенному шаблону, лекалу, скажем так. То есть нужно тут вот здесь спецэффектов, как, знаешь, суп варить. Да. Тут насыпем немножко спецэффектов, тут нужна какая-то любовная линия такая немножечко с надрывом. Тут еще вот нужен вот там то-то, то-то, то-то. И нету авторского, мы очень часто не видим авторского взгляда, очень редко где. Но я верю, что он существует, просто продукта сейчас настолько много, и он настолько разнообразен, что он просто может пройти мимо тебя, мимо меня. По причине там разной. Мы, может, не смотрим или не читаем те каналы, медиаканалы, в которых пишут про это. И это вполне я допускаю, что все равно есть что-нибудь достойное, хорошее и вполне себе сравнимое с этим сериалом. Там, знаешь, есть такой момент, когда Верн разговаривает с читателями, которые знают, что это Верн. Это, по-моему, 6-я серия, я не помню. И там он интереснейшую произносит такую, не фразу, такой небольшой монолог у него. Он говорит о том, что нас сегодня на Земле 1,5 миллиарда, на то время, а должно быть 100, говорит, должно быть 100 миллиардов, и ресурсы неограниченные, и все для этого есть. И мы вполне можем расселяться и двигаться там, и к ядру Земли, и отправляться на Луну, и все, что угодно делать. Но надо помнить, что мы, к сожалению, погрязли на сегодня в невежестве, и, вероятно, скоро будет создано оружие, которое будет целую армию уничтожать на расстоянии. И, кроме того, мы понимаем, что научно-технический прогресс очень существенно обгоняет развитие человека, этическое, и это все колоссальная проблема. И это все сказанное в 1985 году в фильме, в год выхода фильма, конечно, ложится исключительно на сегодняшний день, на вот эти все разговоры о предельном исчерпании ресурсов, о том, что нам конец, о том, что нужно сокращать население, что масса ненужных людей, все и так далее, все, что транслируется транснациональными корпорациями и властьпридержащими мира, все это входит в жесточайшие противоречия, в жесточайший диссонанс со словами Верна, а вот Верн-то говорит правду. И это удивительно, конечно, как писатели умеют во времени предсказывать будущее. Я бы тут поправила немножко, надо все-таки посмотреть, что из этого сделано сценаристами все-таки сериала,
А что присутствует из этого в реальной Да, я согласен книге? с тобой, что по тексту книги, что так, но это не важно даже на самом деле, Да, потому да. что даже если это сделано в адаптации сценарном, да. то это очень хорошо смотрится сейчас, и Да. можно сказать, что это гениально. И это очень разумно и очень откликается в сегодняшнем дне. Там вообще очень много фундаментальных вещей в этом сериале. Жюль Верн говорит о том, что у него очень много труда, он как ломовая лошадь. Да, То да, есть да. помимо фантазии, и он говорит, что у него надо трудиться. То есть только труд помогает ему достичь тех целей, которые он себе поставил. Там он, кажется, поставил себе 100 книг, насколько я помню. Да. Вот. Надо будет посмотреть. Вот. Может, наши зрители посмотрят, сколько вышло в реале у Жюль Верна книг по итогу. Вот. Догнал ли он Дюма? Догнал ли он Дюма? Ну, тут, да, и то, и другое литература приключенческая, но совершенно, конечно, разного свойства. У меня, конечно, любимым персонажем является, не знаю, странно или не странно, является, конечно, Паганель и вот мальчишка, сын Гранта. Это яркие такие типажи. Мальчишка этот, который просто иногда из последних сил там одолевает все происходящее вокруг, но так очень так показан его характер. Как-то вот здорово отстроена актерская игра. Что ты вот об этом скажешь? Вот есть даже изменения в лицах на протяжении, вот я еще раз говорю, на протяжении повествования это передано. И, конечно, Паганель со всеми его такими амплитудами, ужимками, да, от ужасного чудачества и каких-то глупейших ошибок до абсолютно героических поступков, это, конечно, сильно. Но Паганель – это классический, в моем, оговорюсь, восприятии, это такой классический романтик. И мальчик тоже пока еще такой классический романтик. Да. То есть человек, открытый ко всему новому, с незамутненным сознанием, с точки зрения восприятия другого, иного и так далее. У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации. Тренинг «Код личности» даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании. Еще одной важнейшей историей тут является музыка. Это Исаак Дунаевский. Это увертюра, написанная, собственно говоря, к фильму 1936 года, как ты абсолютно правильно сказала. Музыка нечеловеческая, если ленинским языком. Нечеловеческая, и она является таким смысловым мостом. Дело в том, что, я не устаю об этом говорить, был такой проект Госджаза СССР, он так и назывался, Госджаз СССР, учреждал его тот самый товарищ Сталин. И когда они давали первый концерт в колонном зале Дома Союза в 1938 году, первое произведение было сыграно именно это. Именно эта увертюра Дунаевского к детям капитана Гранта. И то, что Говорухин не нашел неправильно, не счел нужным искать или создавать что-то иное для озвучивания фильма, это тоже очень о многом говорит. Об уровне подхода, о прочтении Дунаевским вот этого произведения, о том, как в принципе советская власть на разных этапах к этому относилась. Я вот часто говорю, что с точки зрения так вот сегодняшней, такой циничной, это какой-то абсурд, какой-то буржуазный роман, французский, приключенческий, то есть бессмысленное какое-то чтиво, да, для советского идейного ребенка, как будто бы, о каких-то буржуазных ценностях. Какие-то очень богатые люди ищут какого-то довольно состоятельного человека, где-то там застрявшего. Все это на фоне чудовищного, значит, угнетения там африканского континента, как будто бы, да, то есть, это зачем? Это для чего нам вот эта история? Она нам зачем? И я всегда обращаю внимание и говорю, а вот большевики этого не боялись.
Публиковались такие книги, собрания сочинений, снимались фильмы, только ли один Жюль Верн. И Майна Рита, и Стивенса, да кто угодно, там неисчислимое количество. Ну, прежде всего, как мне кажется, во-первых, такие литературные вещи и их экранизации воспитывают дух, что да. было основой в советской идеологии. Да. Воспитать в человеке, в советском человеке, дух к совершениям, к созиданию. Да. И второе, я тут с тобой немножко не согласна про конкретно буржуазные ценности. На мой взгляд, сериал снят с акцентами на все-таки некие Они там не могут быть понятны. Это понятно. Но там есть акценты, например, когда в самом начале они же попросили английское правительство помочь найти капитана Гранта. И английское правительство отказало. Да. Они там говорят с формулировкой, что шотландскому герою мы помогать-то не будем. Зачем нам это? Да. И на этом делается акцент. Мне кажется, может быть, вольно, может, невольно. Сейчас уже и не поймешь. Но это вот как раз то, что очень умело делала советская кинопропаганда. То есть оно брало классическое произведение литературное, немного адаптировало его так, что в прочтении получалось, что каждый человек, он стремится к социализму. Ну, то есть... Меняло, угол зрения, но не искажая ни суть повествования, да. Вот я вижу вот эти точечки, которые... Были может быть, расставлены. мне кажется, но я почти уверена. Ничего что тебе это не кажется. Так. Это то же самое прекрасное. Я думаю, что мы с тобой доберемся до экранизации, раз уж ты этот цикл затеяла и инициировала. Замечательная экранизация «Капитана Немо», то есть 20 тысяч лье под водой, где прекрасный Дворжецкий играет Немо так, что по сейчас там дрожь просто, оторопь берет. И, конечно, да, принц Дакар, который сражается с англичанами, знаменитое восстание индийское. Все понятно, угол зрения таков, но он правильный. По большому счету в нем нет ничего, как я уже сказал, что искажало бы суть. Так что советская пропаганда, о которой мы с тобой довольно много говорили вместе в проекте памятном, да, «Артпроп», где мы с тобой вдвоем прилагали значимые усилия. Ну, нас было много. Нас было много. Мы с тобой вдвоем, я говорю. А так-то да, команда-то была большая, конечно. И он как раз об этом, о том, что пропаганда пропагандой, но она должна быть честной. Если она честная, если она показывает вещи каковыми они являются, лишь подчеркивая, высвечивая отдельные какие-то элементы, привлекая к ним внимание, то это очень, очень хорошо работает. Ну, и она не должна быть в лоб, она должна быть, на мой взгляд, она должна быть очень тонкой. То есть она человека подталкивает. Как это теперь модно называть? Как это называется-то? Какая-то реклама-то нативная, что ли? Что-то такое вообще. Ну, не совсем. Нативная реклама – это все-таки, когда тебя немножко обманывают. А тут тебе подсвечивают, правильно? Подсвечивают угол зрения, и ты, обладая критическим мышлением, можешь выбрать, подходит тебе это или нет. Согласен. Но если уж выбрал, то держись выбранного пути. Это очень хорошо, кстати, видно по кинопроизводству 20-х годов прошлого века. О, расскажи. Там практически, если брать личности режиссеров, актеров, сценаристов, вообще, кто был задействован в зарождении советского кино, они же все были коммунистами, они верили в эти идеалы. Да, безусловно. Большинство из них верило. И достаточно долго они были верны этому. То есть делали-то они как раз начинали же с пропагандистского кино. Да, безусловно. С всяких агитационных вещей, короткометражек и так далее, и полного метра. И они делали это абсолютно с верой в то, что они транслируют. То есть в те смыслы они считали, что они правы. Да. И поэтому оно сделано так, что несмотря на то, что меняется исторический период, меняются обстоятельства, ты смотришь, и вот те ценности, которые общечеловеческие, ты в них веришь. То есть у тебя нет такого ощущения, что тебя водят за нос. Да, ты можешь где-то отметить, что есть какие-то
приемы слишком там очевидные, но в большинстве это Может сделано быть, да. достаточно тонко, то, чего, на мой взгляд, иногда не хватает. Ну, с точки зрения какого-то продукта, который нам дают, когда говорят о каких-то смыслах, которые ретранслируют. Да, сегодня с этим проблема. То есть это есть не везде. Но что вернемся все-таки к нашей теме. Да. Вот как тебе то, как показана география? Вообще вот география как наука. Ой, это замечательно совершенно. Во-первых, очень тонко, вот, без всякого напряжения введены вот эти микроскопические эпизоды с Верном, когда он прорисовывает контуры материков, островов каких-то, бухт, заливов и показывает, то есть, маршрут движения его героев. Это очень здорово. Само переключение из одной культуры в другую культуру, из одних климатических зон в другие климатические зоны, с некоторыми странными такими ошибочными временами комментариями Паганеля, это совершенно прекрасно. Ну и как и изучение языка им не совсем не того или не того. Это здорово, и видно, что над этим работали. То есть это старались показать, это старались передать и сохранить дух по мере возможности, насколько в кино это можно показать, дух тех мест, где герои побывали. То есть география – это такая сквозная такая линия. И что меня очень в этом подкупает, вот при сегодняшнем общем нашем клиповом мышлении, то, что будто бы тебе транслируют так очень ненавязчиво, как ты и подчеркиваешь, совершенно правильно. Очень ненавязчиво тебе так транслируют. Ну, конечно же, вы знаете, что мыс Горн – это там, а это там. Мы просто вам это говорим, потому что герои там оказались. Но вы, конечно же, все это знаете. Ну, с таким легким... Да. Это как шуткой. Да. Ну, это сарказма там нет точно. Не сарказм, да, шутка. Да, шутка, да. И это здорово. Это прям такое путешествие. А мне еще кажется, вернее, не кажется, я считаю, в этом есть некая вот такая прекрасная просветительская вещь, как, ну, то есть вот география, там, география как наука, как область человеческого знания, познания. Она прекрасно там сделана как вот как раз с точки зрения того, как привить любовь к географии. То есть это я посмотрела сейчас, и я поняла, почему я не посмотрела это, когда география, собственно, в школе у меня и была. Потому что, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, очень хотела бы ошибаться, география всегда как-то немножко обделена вниманием вот, в изучаемых предметах. Она как-то идет по, ну, мои воспоминания школьные, по некому остаточному принципу. Да. А ведь на самом деле это дико интересно. Это очень хорошо помогает ориентироваться тебе в разных областях знания, то есть знания географии. Ну и как минимум это помогает тебе не попадать в просак. Да. Мы сейчас видим, как многие публичные лица разных стран путают страны, путают города и вообще... Не испытывая никаких душевных мук при этом. Да, география в общешкольном курсе, она лишена вот этого эмоционального наполнения. Тогда как, привлекая к этому иное количество вот таких произведений, можно очень о многом рассказать гораздо интереснее и гораздо живее. И это зацепит школьников и даст им почву для размышлений. Да, полностью с тобой согласен. Ну и выбора профессии. То есть, да, конечно. Есть же смежные профессии. Можно быть не только географом, можно быть... ученым, которые ездят в научные экспедиции, изучают флору, фауну, как бы там география тоже важна. Да, ну безусловно. И куча профессий с этим так или иначе связанных. И это дико интересно. Да, и здорово показано еще преодоление языкового барьера. То есть вот этот Паганель с его попыткой везде говорить на языке оригинала тоже важен. Он говорит о том, что даже... Ты заметил, извини, что я тебя перебила, это такая небольшая, как типичная... Есть люди такого склада, которые вот, ну, вот они мнят или являются, в зависимости от таланта, себя некими полиглотами. Вот они всегда пытаются как говорить на языке... На языке той территории, той страны, где они оказываются. И в этом есть прелесть определенная. Есть, конечно. Это подвигает тебя тоже не быть ханжой и запоминать, интересоваться и включаться.
Да, согласен. И, в общем, это работает вполне себе и помогает тоже, в общем, героям помогает. Что еще из такого принципиально важного? Фильм наполнен, я бы сказал, светом. То есть вот он наполнен естественной такой человеческой природой. Да, в нем присутствует там и зло, и все что угодно, и смерть рядом. Ну, фактически они не единожды оказываются прям в крайних ситуациях. Но вот какое-то это все, понимаешь, вроде бы это и сказка, и вроде бы это не сказка, это все очень настоящее. Это вот такая прям жизнь. Вот прям Говорухин снял фильм на излете, ну, практически на излете СССР, такой фильм, как образец, что ли, рассказывания приключенческих историй. Понятно, что если мы ставим его рядом с Индианой Джонс, ну, там ясно, что Индиана Джонс дает такую динамику, и там такое творится, и что там только не происходит, и нацисты там такие, что никакие там бандиты с ними им в подметке не годятся. Но, с другой стороны, прочтение Говорухина дает примерно картину того времени. Хотя, конечно, кто-то скажет про пиратов Карибского моря. Но как-то это очень естественно. Какие-то очень настоящие люди в очень настоящих обстоятельствах. Но они не стреляют ежесекундно из всех видов оружия с бедра, да, там, с колена. Они вот ежеминутно не сваливаются в пропасти и каждые полчаса там не выныривают из Марианских впадин. Они движутся, это все довольно инертно, долго. Потому что такой век и такая скорость передвижения. Внутри этого они просто живут, завтракают, обедают, ужинают, спят, страдают от морской болезни или от длительных переходов, от жары либо от холода, общаются между собой и держат вот это сплочение, которое не шуточное. Перестрелки, все прекрасно, это одна история. А вот этот ежедневный, ну, я бы сказал, может быть, надрыв, вот это тяжелая усталость, вот это движение к цели, которое еще непонятно, достижимо ли вообще, и сохранение внутри этого и коллектива, и чувства локтя, и собственного достоинства, и вот не разругаться, не разойтись, там, понимать ошибки, ну, они-то постоянно приходят не туда, ну, они все время оказываются не там, а это не то, что неделя и не там, ладно, а 3 месяца, и это вот тоже неспешностью фильма очень здорово передается. Пойди-ка ты, вот мы с тобой сейчас отправимся, кто там возьмем, там, не знаю, кто у нас там из знакомых. Да, не возьмем там Бахилину, еще там наберем там человек 5-7 и отправимся на 1,5 года. Не знаю, боюсь, что через пару недель там многие будут со следами отметин на лице. Или нет? Это тяжело, это тяжело, когда ты видишь, ты понимаешь, что насколько тяжело. Они же не в санаторных условиях, они не на курорте. Я тебя даже на секунду перебью и дальше слушаю тебя. И мы с тобой давай сейчас представим, что у нас нет вот временных финансовых ограничений. Вот мы можем. Ну, вот так сложилась ситуация, мы можем. Вот мы нашли бутылку, там еще что-то. И вот мы так сидели тут где-то, выпивали, и мы принимаем решение. Вот как оно у нас сложится все? 1,5 года? Неизвестно. Как-то сложится. Мне кажется, известно. Нет, как-то Нет, мы дойдем. Сложно. Я надеюсь, что мы дойдем. Ну, надо верить. Надо верить. Собственно, фильм об этом. Надо верить, да. Хочешь испытать друга, возьми его с собой в поход. Да, это же известная истина. Да, в одном фильме показанная. Да, хотя бы 3-дневный. Понимаешь? Да, на природе. У тебя были такие испытания? Где, как говорится, ты осознавала, что нет у тебя больше друзей, или что в следующий поход ты должна все взять сама и все прописать, и все подготовить? Вообще в Советском Союзе вот туризм такой, это было ж прям... он же был очень развит. Да. Конечно. И сейчас есть, когда люди сбиваются, не то что знакомые, да. незнакомые люди сбиваются в группы и совершают туристический поход туда или куда-то обратно. И это очень хорошо формирует твое... Ну вот я по своим воспоминаниям, по своему опыту могу сказать, что это делает тебя примирительней, во-первых, к обстоятельствам, к людям, к разным. Прекрасное слово, примирительней. К людям, к их особенностям, к их характеру. Да. То есть ты становишься более, то ли такой, как буддист, что ли. Да. Есть, ну ладно, окей. Да, так получилось. Давайте так сегодня. То есть, наверное, ты приходишь, первый поход, это когда ты такой
я все знаю, даже если ты никогда там не был. Да. Как варить, как У костер. меня грамота за разжигание костра. Ну, говорит некто, например. Там. Или Так я что- умею ставить палатку, на Ютубе я видел 5 видео. Да. Что тут сложного? Да. Вот. И то, что происходит в реальности, это не всегда Это другое. вообще не имеет никакого отношения к тому, что было в Ютубе. Я помню первый поход, когда мы прекрасно в 9 классе распределили все обязанности. Кто там что принесет, что мне там было отведено, принес, но у нас там картошка была без соли. В общем, это было кино отдельное. 2/3 вещей просто не были взяты, потому что никто ничего не записал. Были другие походы, в которых я потрясал людей тем, что у меня была с собой аптечка, где уже содержалось практически все. А это какой год? Ну, примерно. Я тебе скажу точно, первый поход, который я тебе описываю, это 85-й год, а последующий это 86-й, 87-й, это уже прям вот перед армией. В 87-м году в армию я ушел осенью. Это вот летний у нас большой был поход на Волгу, 2-недельный, мы прям 3 недель. Даже отпуск-то был такой здоровенный. Мы тогда капитально ставили палатки с настилом, там все, с жердями, то есть прям ставили. Жизнь была, оладьи пекли на чугунной сковородке и всякое прочее. Потом после армии уже там 90-й, 91 год, потом уже началась другая жизнь, другая эра. Но это было вот прям, да, это было такое взаимное, как ты говоришь, сближение, такая примиримость и сращивание. Потому что, все. Ты уже оказался в ситуации, вы куда-то уже ушли там, и все. А чего уже нет, того уже нет. Надо выживать как Яндекс.Такси за тобой не приедет. Никакого не было ни Яндекс.Такси, ни телефонов, ничего не было вообще. Спасите, помогите, некому было кричать. И если брезентовая палатка там по чечаянию промокла, то она промокла. Все, не было Ютуба, ничего не было. Мне мама недавно рассказала, она занималась спортивным ориентированием, что они в палатках делали даже баню. Ну, условно баню. Да. И чтобы, то есть ты натапливаешь, там образуется вот как баня по черному, примерно технология Прогревали такая. камни. Да, а костровые. потом бежали как раз вот в речку, которая вот была не очень теплая, не морской воды температура. Да. Прямо скажем. Для меня было удивительно, то есть я теперь хочу понять, как это вообще выглядит. Ну, все, следующим летом, я чувствую, сейчас мы разовьем наш проект, получим за него что там. Оскар нас не интересует, мы патриоты, но что-нибудь нам дадут. Какую-нибудь. Палатку нам дадут. Да, какую-нибудь красную Аврору выдадут нам. И мы, палатку, да. И красную спальники. не надо, а то уж очень есть фильм «Красная палатка», не надо нам красную палатку, мы возьмем себе синюю или зеленую. Да, это хорошая штука, она очень полезна сейчас, но сейчас меня, знаешь, что потрясает, вот встречаешься там с детьми друзей, вот они приходят, ходили в поход, их родители куда-то вытаскивают, им там 10, 12, 13, 14 лет, вот 10 приходят, я грамота за разжигание костра, они говорят, глядя на меня, понимая, что, о чем вообще можно говорить с человеком, которому там через 43 года будет 100, не о чем разговаривать, они говорят, я, чтобы ты понимал, могу сам в лесу разжечь костер. И эта фраза включает в себя все. То, что они выживут при падении метеорита, обледенении. А ты, спрашивают они, что ты будешь делать? Сколько ты проживешь, оказавшись в лесу? Нисколько. Но вот помни, что есть рядом люди с грамотой. Это очень смешно. Потому что, конечно, в ту бытность, конечно, это казалось само собой разумеющимся. Да, могли происходить дикие вещи. Однажды девчонки, это правда, Вик. Стоял котелок с картошкой. По идее, она сварилась, ее надо было слить, мы ее не пекли в зале. Почему-то, когда так, стоял котелок, и они решили, что, в принципе, там была какая-то лаврушка, что-то еще, там морковка, не пойми что, соль, понятно, перец. Это уже был не первый поход, они решили, что, в принципе, можно сделать и какую-то не уху, и пару банок шпрота они туда высадили, в эту картошку. В воду кипящую. Тут, как говорится, кто держит рыбок, а кто повара китайца. И как? Каша из шпрота. Какой выход? Мы съели, и все было замечательно вообще, конечно.
Шпротная каша. Шпротная каша, да. Тогда существовал и сейчас, бывает, встречается шпротный паштет. Это было здорово. Всякие истории случались, всякое было. Но это всякое, оно очень здорово, правда, нас сближало. Ты знаешь, после этого возникало такое ощущение странное, что нет барьера больше. Ну, не то чтобы плохо, что нет барьера, какое-то непонятное, там, да, некомфортное сближение. Нет. А нет такого барьера, вот такого, вот этого глупого социального барьера, когда тебе там неудобно что-то сказать, что-то сделать, ты как-то об этом. Вот это уходит, и остается такая легкость общения и взаимопонимания. Вот это такое, знаешь, когда ты начинаешь чувствовать человека, и как бы уже все становится намного естественнее. Не то, что прям предугадываешь его мысли, но по-другому. Я бы даже сказала, ты как человек, ну, мы все разные, со своим характером, со своими особенностями, со своим восприятием, темпераментом. Но когда ты оказываешься в условиях ограниченного некоторого выбора, Да. Ты учишься примиряться. Ну, Да. как я уже сказала, примиряться Да. с собой, с окружающими, и ты учишься коммуницировать в первую очередь. Да. Потому что так или иначе ты не выживешь один. Конечно. Ну, то есть ты не пойдешь обратно. Нет, можно, наверное. Такие, скорее всего, есть индивидуумы, которые бросают, но это опасно. Как минимум, это опасно. Ну, конечно. Вот. Ты как бы учишься выживать в коллективе, что самое важное, наверное. Да, я с тобой полностью согласен. И фактически, вот если подводить итог нашей беседы сегодняшней, по большому счету фильм об этом. В эмоциональном порыве, ну, ты находишь чью-то историю, кто-то где-то там бросил клич о помощи, почему-то он приплыл к тебе. Ну, это такой момент, я вот себе представил, очень волнительный. Но потом же эта эйфория проходит. Но ты принял решение, и оно обязывает тебя, ну, к неимоверному. А потом ты еще на волне эйфории совершил какие-то действия, появились дети, оказывается. И два таких дитя стоят и смотрят на тебя. И ждут, что же будет. И все. Но это не просто дети. Нет, это конечно. дети человека, которого ты ищешь. То есть Безусловно, тут еще у тебя, безусловно, я это имею в виду. это обстоятельство как бы тебя подталкивает Да. держать твой моральный Да. выбор, который ты принял. Да, и Но это насчет вот... эйфории я согласна. Да, Это очень... да, да. Когда взрослый, ты размышляешь на тему того, что как может быть принято решение, и что за этим следует, и что нужно держаться. Ну, нас так воспитывают, то есть человек должен к этому стремиться по Да, возможности. что если решение принято, то оно принято. Надо идти до цели уже и идти до конца. Да, но если только это не противоречит, ну прям, то есть не нужно уходить, мне кажется, в крайности. Все-таки Ну идти да, до конечно. цели, но понимать, где все же... Понимать, конечно, где предел, но вот в данном случае герои, они как? Они с огромным риском, но они шли без крайности. То есть они допроходили путь, и если бы здесь, в Новой Зеландии, никто не был бы найден, ну, это бы завершилось. Все. Что смогли, они сделали. Вот они не встретились, не нашли или получили какую-то другую информацию печальную о том, что предполагаемо там капитан Грант погиб, еще что-то, значит так. Ну, это загадочная 37-я параллель. Да, загадочно. Это же насколько, представляешь, насколько это красиво звучит, вот эта вот 37-я параллель, которую вот они исследуют. Да, невидимая, но абсолютно реальная. И какая она разная. То есть мы же видим, Да. насколько она разная. Конечно. И очень... Мне вот понравилось и вот эти вставки и про Магелланов пролив, Да, и да, да, про да. Америку, как она Да. была открыта и так далее и тому подобное. Я какие-то вещи просто забыла. Я такая, ого. Ну, конечно, Ничего себе. ты когда-то училась в школе, и я когда-то учился, нам все это в голову вбивали, а потом все это выветривается, и очень полезно все это освежить. Вообще, почитай при случае, как будет время, верно. И у него замечательный совершенно 5 недель на воздушном шаре, и «Таинственный остров», и 20 тысяч лье под водой. Они очень погруженческие, очень. Но он был силен. Он прям был силен. Каким-то образом он прям умел вот это множество героев, событий, обстоятельств спрессовать, прям свести. Ну, это и видно по сегодняшнему дню. Его бесконечно экранизируют. Бесконечно. В тех, в других вариантах, там уж 20 тысяч лье под водой, как только не делали. Он духоподъемный. Ну, согласись, Да, вот если да, говорить да, сегодня о литературе, ну, мы же сегодня читаем не только для того, чтобы что-то знать, но еще как бы Да. мы в некотором смысле сегодня бежим от нашей вот этой перенаполненной информации
обрывками даже информации, я бы сказала. Совершенно вот этим, бессмысленная, да. лоскутным одеялом мы бежим за каким-то, чтобы где-то отдохнуть. И в книгах очень хорошо отдыхается. Да. И Жюль Верн прекрасная рекомендация почитать вне зависимости от возраста. Да. Он к возрасту не имеет Или никакого. посмотреть сериал. Никакого отношения не имеет. Хорошо. Ну что ж, пора заканчивать. Пора заканчивать, и надо дать анонс. Давай скажи, пожалуйста, у тебя есть прекрасная идея. Вот я думала сначала одну идею, когда мы с тобой встретились перед эфиром, а сейчас я придумала другую идею, и я предлагаю все-таки еще уделить Станиславу Говорухину. Он любил все экранизировать как раз-таки приключенческую литературу, и это будет не Робинзон Крузо, я предлагаю Тома Сойера, его экранизацию. О, прекрасно. Вспомним Том классическую... Сойер – это блистательно. Да, это любовь такая просто на разрыв всего. Мне кажется, это будет интересно, Но он потому страшный что... плут, этот Том Сойер, понимаешь? И Бекки Тэтчер он, конечно, ловко обвел вокруг пальца. Хотя, безусловно, ради нее, я никогда не устаю повторять, рисковал жизнью, когда они заблудились в пещерах. Реально перед лицом смерти последний кусок пирога он отдал ей. Поэтому будем говорить об экранизации Тома Сойера. Том Сойер. Прекрасно. И можно будет сделать какой-то такой, ну не итог, но какое-то промежуточное размышление на тему как раз-таки вот как он экранизирует классику зарубежную. Да, хорошо, договорились. Это был Сергей Цветаишев, редактор проекта «Эра». Это был «Красный канон», моя замечательная соведущая Виктория Заболонкова. Мы много месяцев рассказываем для вас о культурных артефактах советского времени и продолжим это делать. Наша следующая передача о экранизации Тома Сойера Станиславом Говорухиным. Спасибо, Вика. Спасибо всем. До свидания.